Сейчас будет краткий пересказ фильма «Исключение». Приятного вам просмотра. Во время Второй мировой войны капитана верхмата Штефана Бранта назначают личным телохранителем свергнутого германского императора Вильгельма II в его поместье Дорн, расположенном на территории оккупированной Голландии. Нацистские власти беспокоены тем, что шпионы союзников могут планировать убийство бывшего кайзера. Прибыв в поместье, Брант получает от адъютанта кайзера полковника Зигурда фон Изельмана приказ не вступать в интимные отношения с прислугой. Несмотря на это, капитан закручивает роман с горничной Микой де Йонг. Вскоре Мика признается Бранду, что она еврейка. Инспектор гестапо Дмитрих сообщает Бранту, что у британской секретной службы есть агент с рацией где-то в соседней деревне, и просит Бранда выяснить, кто является вторым агентом в доме кайзера. Позже в поместье ожидают приезда командующего СС Генриха Гиммлера. Бранд замечает запах оружейного масла в комнате Мики. Капитан следует за горничной до деревенской церкви, где она встречается с пастором. В их разговоре со священником Мика признается, что готова убить Гиммлера в отместку за то, что эсэсовцы убили ее отца и мужа. Но пастор объясняет, что убийство Гиммлера не является их миссией. После эсэсовцы засекают радиопередачи пастора, арестовывают и пытают его, требуя назвать имя другого шпиона. Жена Вильгельма ревнует мужа к Мике и рассказывает ему о романе Бранда о горничной. Гермина ожидает, что Вильгельм уволит Мику и отдаст Бранда под трибунал, но он отвечает, что в собственном доме решение будет принимать самостоятельно. Оставшись со Штефаном и Микой наедине, Вильгельм говорит любовникам, что был отцом незаконнорожденных детей до и после женитьбы на своей первой жене, императрице. Он приказывает любовникам исполнять свои обязанности и быть более осторожными. Во время запланированного обыска дома перед приездом Гиммлера Бранд сам обыскивает комнату Мики, чтобы защитить ее. Позже в поместье прибывает Гиммлер. Бранд узнает, что пастор раскрыл личность Мики и убеждает ее бежать, но она отказывается, настаивая на том, что у него есть своя миссия. После Гиммлер передает Вильгельму приглашение Адольфа Гитлера вернуться на свой прежний трон в Берлине. Затем он встречается с Брандтом и Дитрихом и сообщает им, что приглашение является блефом и предназначено для того, чтобы выманить и казнить антинацистских монархистов. Гермина вне себя от радости при мысли, что наконец-то станет императрицей Германии, но Вильгельм обеспокоен хвастовством Гиммлера об эвтаназии инвалидов, и его представления о нацистской Германии меняются. Когда Бранд спрашивает фон Изельмана, может ли офицер служить чему-то, кроме своей страны, полковник отвечает: «Сначала вы должны решить, что такое ваша страна и существует ли она вообще». Бранд делает паузу, затем рассказывает фон Изельману о планах Гиммлера в отношении сторонников кайзера. Позже Мика завершает свою миссию, доставляя Вильгельму послание от Уинстона Черчилля, предлагающего кайзеру политическое убежище Великобритании и трон побежденной Германии после войны. Но Вильгельм просто отказывается. Когда гестапо приближается к Мике, Бранд разрабатывает план побега. Вильгельм, Мика и Бранд убегают в фургоне, а кайзер притворяется, что у него сердечный приступ. В процессе Бранд убивает Дитриха и еще одного офицера-эсэсовца. После Мика просит Бранда бежать вместе с ней, опасаясь, что ее казнят за убийство. Но Бранд настаивает, что у него есть долг перед Германией и хорошее алиби. Когда Мика уходит, Бранд просит ее выйти за него замуж. Она соглашается и просит найти ее после войны. Некоторое время спустя Бранд работает за письменным столом в Берлине. Ему доставляют посылку, в которой находится книга сочинений Фридриха Ницше, которую ему когда-то показывала Мика. Внутри указан лондонский адрес. В Лондоне беременная Мика сидит на скамейке в парке, когда ей сообщают, что Черчилль готов ее принять. В Утрехте фон Изельман сообщает Вильгельму, что Бранд позвонил из Берлина с замечательными новостями. Понимая, что Мика сбежала в Британию, Вильгельм вне себя от радости. И на этом все, друзья. Поставьте, пожалуйста, лайк, напишите свои мысли в комментарии и подпишитесь на мой канал. Также посмотрите эти видео, и я желаю вам хорошего дня.